мы сформулируем и докажем еще одну полезную теорему, которая упрощает в ряде случаев доказательства каких-то конкретных пределов функций. Ну и вообще она вводит полезное понятие само по себе. Значит, заголовок такой. Односторонние пределы функций. Односторонние пределы. Вот у нас уже был такой пример. Пример функции сигнум x, для которой мы установили отсутствие предела в нуле. Это очень легко доказать, используя критерии в терминах последовательности. Но с другой стороны, если бы мы ограничились рассмотрением иксов, которые находятся только на положительной части оси x, то тогда предел был бы, конечно, и он равнялся бы единице. А если бы мы рассмотрели иксы, расположенные на отрицательной части, тогда был бы предел равный минус единице. Ну и это, в общем-то, важная характеристика. Так? Просто нужно сказать, что это односторонние пределы. Один это предел справа, потому что мы справа подходим к интересующей нас точке 0, а второй это предел слева. Ну и вот как определить такого рода предел? В терминах окрестностей это очень просто. Да? Нам нужно просто рассматривать иксы, лежащие не в любой проколотой окрестности, интересующей нас точки, а только или в левой части, или в правой. Вот такую окрестность как раз можно ввести и назвать ее левой окрестностью точки или правой окрестностью точки. Вот обозначение VA+. Плюс означает справа. Да. VA+ это интервал такого вида для некоторого положительного d. Вот это и есть правая окрестность точки А. Мы сразу в этом определении не будем саму точку А включать, чтобы еще тут кружочек не рисовать и все такое. Просто вот правая окрестность не включает точку А по виду. Аналогично левая окрестность А минус дельта А, не включая концы, для дельта большего нуля, для любого дельта большего. И вот если ввести в рассмотрение такие окрестности, то на языке окрестности определение одностороннего предела записывается очень просто. Да? Что означает, что предел функции f от x, когда x стремится к a, вот так это обозначается, x стремится к a плюс 0. Это означает, что всегда x имеет значение большее, чем a. Не намного большее, но вот очень близко к a, но все равно большее. a плюс что-то. Да? То есть x стремится к правой границе этой точки. Так вот, это равняется а, если для любой окрестности, на языке окрестности запишем, для любой окрестности точки А найдется такая правая окрестность точки А малая, что для любого x, принадлежащего e, пересеченному с этой окрестностью, f от x принадлежит окрестности A. Вот здесь убрать кружочек и написать плюсик, да, и все. Найдется какая-то правая окрестность. Ну, совершенно аналогично, даже мне и не хочется писать, левый предел x стремится к a минус 0. Если для любой окрестности А, видите, для А мы всегда берем самую обычную, для большого. А вот для иксов мы как раз берем левую или правую. f от x принадлежит у А. На языке эпсилон дельта тоже можно написать, если вспомнить
как мы определяем окрестность. Да? Ну, просто x принадлежит вот этому интервалу. X принадлежит данному интервалу. Я это писать не буду, сами можете написать. Между прочим, если рассмотреть бесконечные точки, да, то тогда в этих понятиях даже у нас и не было необходимости, потому что нетрудно сообразить, что окрестность точки минус бесконечность это что? Это как раз левая окрестность просто точки бесконечности. Да? А окрестность плюс бесконечности это правая окрестность точки бесконечности. Таким образом, предел при x, стремящийся к плюс бесконечности или к минус бесконечности, это уже, собственно, односторонние пределы, вот, которые можно так рассматривать относительно точки бесконечность просто. Но мы их особо выделяли раньше. Для односторонних пределов тоже можно доказать соответствующие критерии в терминах последовательности. То есть, опять же, если для любой последовательности xn, сходящейся к a, но только надо потребовать, чтобы она сходилась именно с нужной стороны, чтобы все ее элементы принадлежали именно вот окрестности или лево, или право. И если в этом случае f от xn имеет предел, то это и будет как раз соответствующий односторонний предел нашей. Ну, это мы доказывать не будем, вы можете в качестве тренировки попытаться это доказать. И если этот критерий для односторонних пределов является справедливым, то значит с его помощью мы можем легко и арифметические свойства односторонних пределов все установить. И теоремы о переходе к пределу в неравенствах для односторонних пределов тоже можем установить. То есть односторонние пределы имеют те же самые свойства, что и двусторонние, из тех, которые мы рассмотрели. И мы будем этим пользоваться, хотя доказывать это для односторонних пределов. Ну, а как же связаны односторонние пределы и обычные? Да? И обычные. Вот можно ли, зная все об односторонних пределах, что-то утверждать об обычном пределе? Да, конечно, это очень удобно в любом случае. Есть просто критерий. Критерий существования предела функции в терминах односторонних пределов. Критерий существования предела функции в терминах односторонних пределов. Вот тут давайте я напишу. Для того, чтобы существовал обычный предел функции в точке А, необходимо и достаточно, чтобы в этой точке существовали оба односторонних предела, и эти пределы совпадают. Плюс 0 существует предел f от x, когда x стремится к a минус 0, и вдобавок еще эти пределы равны. Ну и понятно, что в этом случае как раз эти равные пределы и будут пределом обычным. Значит, если мы для какой-то функции докажем, что существует предел слева, существует предел справа, и эти пределы равны, то тем самым мы автоматически докажем, что эта функция имеет обычный предел. При этом, кстати, точка А может быть как конечной, так и бесконечной. Да? Если точка А бесконечная, то значит здесь мы рассматриваем x, стремящийся просто к бесконечности, а здесь мы рассматриваем x, стремящийся к минус бесконечности, и x, стремящийся к плюс бесконечности. Доказательство. Давайте запишем, что означает,
что функция имеет предел обычный. Для любой окрестности А, ну и сразу давайте считать, что он равняется А. Для любой окрестности А, ну вот, что это мы сейчас доказываем? Ну, поскольку мы начали с определения предела обычной, то это получается, мы сейчас хотим доказать необходимость. Да? Значит, давайте необходимость. Запишем определение обычного предела. f от x равняется А, когда x стремится к А. Для любой окрестности А найдется такая проколотая окрестность малого, что для любого x, принадлежащего e пересеченного с проколотой окрестностью малого, f от x принадлежит у А. Я специально вот это стирать не стал, мне вот все эти три соотношения очень сейчас пригодятся. Итак, вот это у нас в данном случае дано. В данном случае дано это. Найдется такая окрестность проколотая А. Да? Что я сделаю? Если это проколотая окрестность А, даже не обязательно симметричная, то ее можно представить как объединение двух односторонних окрестностей. Вот это все, это V кружок А, вот это, естественно, VA минус, а это VA плюс. Я могу записать это так, что VA кружок обязательно может быть представлено в виде объединения двух односторонних окрестностей. Ну и вот, если у нас x принадлежит вот этой окрестности, давайте мы теперь возьмем x, принадлежащий e, пересеченным с va, ну скажем, минус. Да? Возьмем такой x. Значит, если так, то x, конечно, принадлежит и проколотой окрестности, а если так, то f от x принадлежит u от a. Значит, мы получили, что если это выполняется, если найдется обычная окрестность, то мы возьмем ее левую часть, и для произвольного x, который в этой части находится, мы обязательно получим, что он находится во всей проколотой окрестности. Но если он находится во всей проколотой окрестности, то по условию f от x принадлежит O. Значит, и здесь будет f от x принадлежит O. И мы получили, что выполняется определение левого предела. Аналогично мы можем взять x, принадлежащий e, пересеченный с va+. Если x принадлежит этой окрестности, то обязательно x принадлежит всей этой проколотой окрестности. Значит, f от x принадлежит OA. Значит, я опять же для любой окрестности OA могу подобрать правую окрестность, обладающую таким свойством. Таким образом, я только что доказал необходимость. Ну, кстати сказать, я попутно показал, что эти пределы не просто существуют, а одинаковые. Да? Они оба совпадают с пределом обычным. И то равняется А. Вот я доказал необходимость. А теперь давайте я докажу достаточность. И для этого ни мне, ни вам не надо что-то еще лишнее писать. Разве что вот тут я напишу. Теперь выполняются вот эти два условия. Во-первых, существует левый предел, существует правый предел, и они равны. Это все входит в условия. Так? Значит, для любой окрестности точки А большой найдется правая окрестность точки А малой, найдется левая окрестность точки А малой. Такая, что для любых иксов, попадающих в эти окрестности, f от x принадлежит O от A. Ну что я теперь сделал? Та же самая картинка, только интерпретируемая в обратную сторону. Я теперь вот введу такую окрестность. Это
это у меня есть, я их объединю и получу какую-то проколотую окрестность, уже двустороннюю окрестность точки А. И теперь я рассуждаю так. Во-первых, эта окрестность есть. Я ее определил. Возьму произвольный элемент этой окрестности. Если он принадлежит вот этому множеству, то это означает, что он или попадает сюда, или попадает сюда. Если он попадает сюда, в этом случае, то f от x принадлежит от А в силу вот этого условия. В силу того, что существует левый предел. Если x попадет сюда, то значит это выполняется. И f от x принадлежит от А в силу вот этого условия, того, что правый предел существует. Предел справа. Но, а ничего другого быть не может. Или он попадет сюда, или попадет сюда. Значит, в любом случае мы получим, что f от x принадлежит от А. То есть мы теперь выполняем в эту сторону переход. Вот это мы знаем, хотим доказать это. Ну и здесь существует эта окрестность, существует это. Мы строим ее объединение, получаем проколотую окрестность точки А. Ну и смотрим. Для произвольного x из этой проколотой окрестности выполняется либо это, либо это. Ну а тогда в любом случае f от x принадлежит от А. Значит, выполняется и условие для обычного треугольника. Это мы доказали достаточность. Здесь я рисовал точку конечную. То же самое можно сделать, если у нас А это бесконечность. Ну вот. Значит, мы получили две такие замечательные теоремы, которые активно будем использовать в дальнейшем. Это теорема о пределе суперпозиции и вот теорема критерий о односторонних пределах. Ну, пора уже нам рассмотреть примеры конкретных важных пределов. Да. Если у нас функция, допустим, определенная примерно плюс бесконечности, и мы x устремляем в первую точку. Ну, 0. Вот, Не понимаю. Вы говорите, что она определена где-то плюс бесконечности, а мы x устремляем в 0. Ну, в смысле, что x мы можем брать, наверное, плюс бесконечности, и x мы в 0 устремляем. Вот, и у нас разве этого не будет, что существует только один односторонний предел? Ну, потому что с другой стороны ничего нет. Ну, смотрите, на самом деле, я, конечно, об этом сейчас вот не сказал, это было неправильно. Если у нас e таково, что функция определена только для положительных иксов, да, то тогда предел в нуле, он не может быть ничем другим, кроме как односторонним. Потому что даже если мы обычную окрестность возьмем, да, не одностороннюю, все равно с другой стороны точки мы не найдем точек из e. Да? Значит, вот, если бы у нас сигнум был определен только для неотрицательных чисел, тогда проблем бы не было. Тогда бы мы сказали, что эта функция имеет замечательный предел в нуле, да, равные единицы и все такое. Значит, вот это различие между обычным пределом и односторонним пределом возникает только в том случае, если у нас область определения функции такова, что содержит точки как по одну сторону, так и по другую точку. И причем как по одну сторону, так и по другую сторону от интересующей нас предельной точки. И более того, значит, ну так можно написать, что e это есть e минус объединение с e плюс. Да? E минус это все такие иксы из e, которые меньше а. E плюс это такие иксы из e, которые больше а. И вот мы требуем, чтобы
e минус не равнялось пустому, и e плюс не равнялось пустому. Вот тогда, конечно, имеет смысл говорить об односторонних пределах и с той, и с другой стороны. И может быть, что обычный предел не существует. Да? Вот. И, кстати, значит, надо потребовать, чтобы А была предельной точкой и этого, и А была предельной точкой этого. Отсюда, кстати, сразу будет следовать, что А будет предельной точкой и всего Е. Если же функция определена только по одну сторону от А, то можно говорить об обычном пределе, можно говорить об одностороннем пределе, но в этой ситуации эти определения просто совпадают. В силу того, что тут, видите, всегда стоит пересечение Е и окрестности. А у нас это пересечение будет одинаковое, что мы возьмем обычную окрестность, что мы возьмем одностороннюю. Вот тут никакого Е нет, да? Никакого Е тут нет. Е есть только здесь. Тогда понятно, что мы должны брать иксы только отсюда. Значит, вот вся эта теория, связанная с односторонними пределами, имеет смысл, нетривиальный смысл, в том случае, когда наша функция определена по обе стороны от интересующей нас предельной точки. Когда у нас есть e минус, когда есть e плюс, и эти множества не пустые, и для этих множеств А является предельной точкой. Вот тогда можно говорить о пределе слева, о пределе справа и просто о пределе. Это вообще разные вещи. Если e совпадает с e плюс, то значит мы можем говорить просто о пределе, можем говорить о пределе справа, но это будет всегда одно и то же, если они вообще будут. Вот так. Ну это уже такие детали. Если хотите это отметить, отмечайте, но нет, значит. Хорошо, еще вопрос. Ну вот, имея эти факты, мы сможем сравнительно легко доказать несколько полезных пределов. Значит, первый предел, он иногда называется первым замечательным пределом, это предел отношения синуса x к x, когда x стремится к нулю. Оказывается, что это единица. В нуле, естественно, эта функция не определена. Видите, это будет неопределенность 0 на 0. Если у нас неопределенность 0 на 0, то результат может быть какой угодно. И вот оказывается в данном случае как раз, можно сказать так, с одинаковой скоростью стремятся и числитель, и знаменатель к нулю. Поэтому отношением является единица. Обратите внимание, когда я пишу, что x стремится к нулю, это означает, что он как угодно стремится. Хоть слева, хоть справа. Да? Я хочу доказать вот этот предел как обычный предел. Что же предел, вот эти равные единицы, как обычный предел, двусторонний. Но мне удобно доказать это в два этапа. Я докажу, что существует правосторонний предел, то есть когда x больше нуля. Потом докажу, что существует левосторонний предел. А потом уже по вот этой теореме, по критерию, я сразу в качестве следствия получу, что и обычный предел тоже существует. Итак, первый этап. Пусть x больше нуля. Здесь нам придется нарисовать вспомогательную картинку. Будем считать, что это часть окружности. Вот это у нас x. Точнее, вот это вот x. Но, кстати, x измеряется в радианах на синусе, не в градусах. Если в градусах будет неправильно. Вот это у нас x. Вот это вот. Этот отрезок, это что такое для x? Синус. А этот отрезок? Это косинус. Теперь я, давайте буквы еще введу. Так, вот нарисую еще дугу
немножко меньшего радиуса. Ну вот пусть это будет А, Б, С, Д. Вот я получил 3 вложенных друг в друга геометрических объекта. Во-первых, сектор ОАБ. Площадь его чему равна? В радианах. Площадь всей окружности, как вы помните, это πr квадрат. Да? А в радианах угол всей окружности это 2π. Значит, легко сообразить, что площадь сектора это x пополам на r квадрат. Так, значит, x пополам я так и напишу. А радиус у нас какой, да? Косинус x. Ну и он должен быть возведен в квадрат. Правильно? Значит, это вот радиус. R мало. R мало здесь равняется косинус x. Дальше. Вот давайте еще это соединим. Треугольник OCD. Треугольник OCD. Основание на высоту. Ну, половину. Основание это единичка. У меня же единичная. Единичка. А высота это синус. Синус. И сектор ОСД. ОСД. Ну, это самое простое, да, потому что в данном случае R большое, радиус это просто единичка, ну а x какой был, такой остается. Поэтому просто x пополам. Ну, можно написать на единицу в квадрате, хотя это совершенно не обязательно. Правильно? Ну и обратите внимание, что по построению видно, что этот сегмент, этот сектор вложен в треугольник, треугольник вложен в этот. Значит, поскольку ОАБ вложено в треугольник ОСД, а он в свою очередь вложен в сектор ОСД, заключаем, что для площадей выполняется двойное неравенство. Ну, площадь этого меньше площади этого, меньше площади. Ну, а вы перепишите. На самом деле, конечно, главное записать это в виде формулы. А формула получается такие. X пополам на косинус квадрата x меньше 1/2 синус x меньше 1/2 x. Это справедливо для любого x, который больше нуля и меньше π пополам. Меня интересует поведение в окрестности нуля, так что этого достаточно. Вот. Ну, конечно, двойки я могу убрать вообще сразу. И могу поделить на x, потому что x-то в ноль не обращается. Я рассматриваю вот это множество. И получаю тогда косинус квадрат x меньше синус x поделить на x меньше единицы. Вот такое неравенство. Это справедливо для любых иксов, которые больше нуля, ну и меньше 1/2. А теперь я хочу перейти к пределу, когда x стремится плюс 0. Перейти к пределу справа, когда x стремится к 0. Ну, единица так, естественно, к единице и перейдет. Что будет происходить с косинусом квадрат x? Ну,
Совершенно очевидно, что это будет единица, хотя, конечно, по-хорошему надо это доказать немножко более аккуратно. Это можно доказать, например, так. Вот из этого же неравенства мы уже получили, что синус х меньше х. Да? И с другой стороны синус х больше нуля. Для х больше нуля. Кстати, здесь даже можно не требовать, чтобы х был меньше π пополам. Это всегда справедливо. Если мы здесь перейдем к пределу при х, стремящемся плюс 0, тогда х как раз таки, естественно, будет стремиться к нулю. 0, естественно, тоже будет стремиться к нулю. И тогда по теореме о переходе к пределу неравенства, напоминаю, эту конкретную теорему мы не доказали. Мы доказали теорему только для обычных пределов. Но я сказал, что можно доказать такую теорему и для односторонних пределов. Аналогично. Так вот, по этой недоказанной, но справедливой теореме мы делаем вывод, что синус х обязательно стремится тоже к нулю. Куда ему делается? Это тоже на самом деле очевидно. Вот. А что будет с косинусом? Ну, а для косинуса уже будет вот что. Косинус квадрат х это есть единичка минус синус квадрат х. И опять по недоказанной нами, но справедливой теореме, а уже арифметической теореме для односторонних пределов, это стремится к единице, это стремится к нулю. Значит, косинус, ну куда ему деваться? Вот стремится к единице. Вот так можно это доказать аккуратно, но опять же не совсем аккуратно, потому что для односторонних пределов мы эти факты не доказывали. Но они справедливы. Так что это стремится тоже к единице. Ну и все. Значит, по той же теореме о переходе к пределу в неравенствах мы получаем, что предел, когда х стремится к плюс 0, действительно равняется единице. Ну вот я написал. Так. Ну и второй случай. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда х меньше. Здесь я совершенно по-другому докажу. Я уже не буду никакие геометрические конструкции использовать. Я тут воспользуюсь уже теоремой о суперпозиции, о переходе к пределу суперпозиции. Значит, синус х поделить на х, когда х стремится к минус 0. Минус 0. Хочу свести этот случай к уже доказанному, используя известные свойства синуса. Смотрите, как я это оформил. Я представлю эту функцию как суперпозицию. Смотрите. Синус минус y поделить на минус y. А тут будет суперпозиция минус x. Имею право. Значит, если я в качестве y возьму минус x, то два минуса пропадут, и, разумеется, будет то же самое, что и раньше. Да? Но, тем не менее, так могу записать эту мою функцию. Минус y поделить на y, а это получается внешняя функция g от y, а вот это внутренняя функция f от x. Теперь давайте разбираться с внутренней функцией. Внутренняя функция, если она вот такая, и если x стремится к минус 0, то вот это все к чему будет стремиться? К плюс 0, правильно? Оно будет стремиться к плюс 0. То есть вот это в терминах нашей теоремы о суперпозиции минус 0 это а малое, а вот плюс 0 это уже будет b малое. Да, то, к чему стремится f от x. Помните третье условие этой теоремы, что нельзя, чтобы f от x обращалась в b, если x не равняется a. Но тут как раз это выполняется. И если x не равняется нулю, то f от x тоже нулю, конечно, равняться не будет. То есть это вот самое хитрое условие, оно выполнено. Оно выполнено. Но, а раз так, то предел суперпозиции равен пределу
внешней функции. Значит, что тогда получается? Я должен переписать предел, записав только внешнюю функцию, и здесь написав, что y к чему стремится? Плюс 0. Да? Вот именно к этому b. К этому b. Вот. А теперь я уже забуду о пределах и просто посмотрю на это выражение с точки зрения обычной функции. Да? Я знаю, что синус функция нечетная. Синус функция нечетная. Нечетная функция обладает тем свойством, что знак аргумента можно вынести за знак функции. Минус синус y, минус y. Y стремится плюс 2. Но теперь я могу минусы просто сократить. И получаю я окончательно тот самый предел, который мы только что уже изучили. Синус y на y, когда y стремится к плюс 0. Это равняется единице. Какую букву использовать, совершенно все равно. X, y, z, альфа. Вот. А вот откуда мы начали. Мы как раз изучали предел, когда x стремится к минус 0. Таким образом, мы доказали, что предел слева тоже равняется единице. И значит, по критерию для предела в терминах односторонних пределов я могу просто здесь написать, что x стремится к нулю, и все равно это будет так. X теперь может как угодно стремиться, может прыгать влево, вправо от этого нуля, да, может подходить слева, может справа, это не важно. Все равно предел будет равняться x. Ну вот. Вы этим фактом будете активно пользоваться и на практике. И более того, есть удобная краткая запись такого факта. Если для некоторых функций f от x и g от x в случае, когда x стремится к a, если предел равняется единице, то тогда говорят, что f от x эквивалентно g от x, когда x стремится к точке А. Ну, здесь, конечно, предполагается, что g от x в окрестности точки А не обращается в ноль. В самой точке пусть обращается. Нас не интересует, что происходит в самой точке А. Может, даже эти функции не определены в точке А. Или будет там 0 на 0. Это не важно. Лишь бы в окрестности точки А, проколотой окрестности, g от x в 0 не обращается. Ну вот. Значит, мы только что доказали следующий факт, что синус x эквивалентен x, когда x стремится к нулю. Когда x стремится к нулю. Между прочим, используя теорему о суперпозиции, можно доказать более сильное утверждение. Можно сказать так, что синус f от x эквивалентен f от x, когда x стремится к А, если f от x стремится к нулю, когда x стремится к А. Часто у нас будут именно такие ситуации на практике. Да? У нас будет синус не просто от x, это слишком просто. Синус от какой-то сложной функции. Но эта функция будет стремиться к нулю, если x стремится к какому-то значению. Тогда мы имеем право синус просто убрать. Вот. Например, синус 3х поделить на x. Да? Это можно аккуратно доказать с помощью вот этого факта и теоремы суперпозиции. А можно просто сказать, 3х, когда x стремится к нулю, тоже стремится к нулю. Значит, вот это эквивалентно 3х. Значит, предел равняется 3х поделить на x, когда x стремится к нулю. Тут уже иксы сокращаются. Мы имеем право сокращать, потому что в ноль мы не попадаем. Мы только рассматриваем иксы в окрестности нуля. Ну и так.
Здесь только одна очень важная вещь. Заменять функции на эквивалентные им функции вы можете только в произведениях. Если у вас будет, скажем, синус х плюс что-то еще, то вот в сумме одно слагаемое заменять по эквивалентности нельзя. Будет неправильно. Можно привести пример, сейчас не хочу этим заниматься. Мы еще к вопросу об эквивалентности вернемся в свое время. И там мы эту теорему аккуратно докажем. Может, даже я приведу пример, который показывает, что будет неприятность, если вы замените на эквивалентность в сумме. Ну, пока, значит, просто я вас хочу предупредить, чтобы на практике такие ошибки не делали, но вам об этом будет говорить постоянно. Вот. Очень легко, имея этот замечательный предел, доказать такую эквивалентность. Тангенс х эквивалентен х. Вот можете сами это сделать. Еще более интересная эквивалентность. Единичка минус косинус х оказывается эквивалентна х квадрат пополам, когда х стремится к нулю. Предлагаю вам тоже это доказать. То есть, что мы хотим на самом деле доказать? Мы хотим доказать, что предел отношения 1 минус косинус х к х квадрат пополам, когда х стремится к нулю, равняется единице. Мы уже знаем первый замечательный предел, и, как я надеюсь, мы знаем различные тригонометрические формулы. Да? Сильно надеюсь. Ну вот, используйте эти формулы, используйте арифметические свойства предела, используйте первый замечательный предел и получите единицу. Это тоже очень полезное соотношение. Ну, правда. Так, ну что, хватит. Давайте теперь сделаем перерыв.